Я родился в селе Хайпарис Шаумяновского района Карабаха в 1970 году. Поскольку мой отец был военный, то семья следовала за ним, и вскоре я оказался в Подмосковье, где и вырос, и пошел в школу, и закончил ее, после чего я поступил в Московский государственный институт иностранных языков, который в ходе моей учебы стал лингвистическим университетом. Закончил я его по специальности переводчик-референт с английского и немецкого. И сначала работал по специальности переводчиком, но потом, попав в журналистскую среду, став работать переводчиком для журналистов, я постепенно сам втянулся в журналистику в газете Moscow Tribune. Потом в 1998-м я перешел в газету Moscow Times на должность журналиста. Впоследствии я стал там первым заместителем редактора отдела новостей из российских граждан, потому что вообще корпус был журналистов в основном из англоговорящих стран. Потом стал редактором новостей. Попутно я решил расширить свой кругозор и поступил в программу, которая тогда вела, по-моему, Маски, так называлась организация, Американский совет по образованию, совместно с ней, магистратура. Я программу по магистратуре. Они сами выбирали, куда меня отправить. Отправили меня в Гарвард. Я отказываться не стал. За год закончил курс магистратуры для ленивых, так называемая mid-career, то есть для тех, кто уже что-то достиг в своей области. Потом вернулся, работал редактором новостей, потом стал первым заместителем редактора. Тоже до меня не было граждан России или бывшего Советского Союза, кто на этой должности работал. Вот. Ну а где-то попутно этого пытался использовать свои навыки и знания, полученные в государственном, в Институте государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета, делая какие-то исследования. Для ООН мы делали исследования по сценарному планированию на Северном Кавказе. Другие проекты с моим товарищем и коллегой и другом Наби Абдуллаевым. Вот. Постепенно это все занимало больше времени, и когда мой профессор по Гарварду сказал мне, что будет открыта должность в его команде заниматься Россией в Гарварде, то я подался обратно в Кеннеди Скул. И там работал научным сотрудником, специализирующимся по России. Мы запустили проект Russia Matters, в котором содержится некая игра слов. То есть Россия имеет значение или связанные с Россией события. Когда меня это спрашивают, что вы имели в виду, я обычно отвечаю, что и то, и другое. Этот проект был запущен в 2016 году на сайте russiamatters.org. Мы приобрели этот доменный адрес. И с тех пор он успешно развивается. На сайте имеется несколько секций, и их совокупность делает его в какой-то степени уникальным. Потому что есть много сайтов аналитики по России, есть много сайтов, которые дают данные по России, сайтов, которые дают и то, и другое. При этом
переводя, значит, некоторые продукты с русского на английский, я затрудняюсь назвать. Интерактивные данные дает, которые позволяют самому выстраивать и сравнивать Россию с другими странами по разным показателям. Также ресурсы, включая стипендии, предложения о работе, список экспертов по России. Все это сконцентрировано в одном месте. Я таких сайтов не знаю. При этом подчеркну, что да, аналитика или значит, данные, есть много уважаемых организаций, которые это делают отлично, и мы здесь, так сказать, не претендуем на какую-то уникальность. Но вот что касается аналитического контекста, может быть, можно сказать, что некоторые наши факт-чекинги уникальны, потому что мы занимались ими, значит, в разных составах, включая внутренние ресурсы и приглашенных исследователей. В течение по полгода делали один факт-чек. Но если зайти на сайт russiamedus.org, то, как я сказал, сверху будет плашка, на которой представлены секции. То есть там есть секция аналитики. Это секция, в которой мы размещаем материалы, которые мы сами в основном большей частью заказываем. То есть мы на летучках определяем, что является интересным для наших читателей, имея в виду, что мы все-таки нацелены на то, чтобы анализировать тренды, которые имеют непосредственное влияние на интересы великих держав, в частности США, и связаны с бывшим советским пространством. Значит, в этом разделе у нас размещаются как и комментарии длиной примерно слов 800-900, так и более продолжительные, более масштабные продукты аналитические. Есть у нас секция следующая, это News. Там у нас располагаются два дайджеста. На еженедельной основе мы выпускаем один дайджест, который, значит, включает в себя основные новости в кратком содержании за неделю по той тематике, которую я обозначил. То есть это тренды в России и в соседних странах, которые затрагивают живые США и ее союзников, а также тренды в самой России. И, наконец, третий продукт, который мы там размещаем, это, значит, ну, как сказать, учетная карточка конфликта России и Украины. Следующая секция – это блог. То есть все, что более… Не то, что… Все, что мы стараемся донести до наших читателей в каком-то оперативном режиме, или же считаем, что данный продукт, хоть и интересен, не имеет аналитического веса такого, что он требует длинных форм, мы помещаем в блоге. А также мы там помещаем отчеты о каких-то мероприятиях, которые мы проводим. Хотя мы сайт, но мы проводим мероприятия, семинары, там, интервью, дебаты. Кстати, это тоже входит в наш раздел. Следующий раздел – это факты и документы. Я считаю, что это важный раздел, потому что люди обычно читают интерпретацию событий или позиции сторон, исходя из того, что говорят эксперты и так далее. А я считаю, что важно знать первоисточники и не только исследователи. Поэтому все основные документы, которые касаются отношений России и США, мы в этом отделе разместили. Также мы там разместили факты, касающиеся России в сравнении с США. То есть мы ее сравнивали с ведущими западными странами, странами БРИКС и странами постсоветского пространства. Как, в общем, когда люди говорят, там, Россия ослабла или усилилась, как это по сравнению с кем? Да? Зайдя на этот сайт, вы можете составить, на этот раздел вы можете составить впечатление. Помимо этого, у нас есть отдельный продукт, называется «Россия-101». 101 – это самый простой курс, да, где-то в колледже.
вот, где мы просто самые базовые факты в сравнении даем России и США. Также у нас есть там один такой более, что ли, не развлекательный, но бойкий проект «Россия». В чем Россия на первом месте? Вот. То есть там не только там впереди планеты сей в области балета, а и какие-то негативные моменты тоже. То есть все, где Россия опережает другие страны и является в мире номером один и положительным и отрицательным, можно найти в этом разделе. Как я сказал, раздел Contestable Claims, где мы размещаем факт-чеки, также размещаем какие-то материалы, которые не поддаются факт-чекингу, но их можно дебатировать. То есть, если люди имеют какие-то точки зрения не прямо противоположные, но как бы достаточно друг от друга отдаленные, то мы стараемся затевать между ними по вопросам, которые важны для нашей аудитории. Мы стараемся проводить такого рода дебаты, а потом, значит, размещать их в письменном виде на сайте. Вот. Ну, помимо этого у нас есть разделы, значит, событий, то есть мы стараемся анонсировать события, которые не только у нас проходят, но и вообще связанные с Россией, события, которые происходят в США или в Европе. Это стало особенно полезным, потому что после ковида люди стали чаще смотреть мероприятия по интернету вместо того, чтобы присутствовать лично. И, наконец, завершающий раздел я упомянул – это ресурсы. То есть, это ресурсы, касаемые, вот, допустим, вы исследователь, ищете грант по теме вашего исследования, связанной с Россией или российско-американскими отношениями. Или вы хотите стать временно приглашенным научным сотрудником на эту тематику, по этой тематике. Или вы ищете работу, или вы ищете другие формы образования, скажем. Мы стараемся все, что, значит, значимо, попытаться нашей небольшой командой размещать анонсы об этом для того, чтобы, значит, читатели могли получать какую-то прикладную пользу от пользования сайтом. Вот это и есть, в общем-то, основные разделы сайта. Сколько людей, изучающих национальную силу, столько и определений. Если, так сказать, попытаться общий знаменатель, то это, скорее всего, совокупность компонентов экономических, демографических, военных и иных, которые составляют способности государства. При этом часть из них, в том числе исследователи этой темы, в том числе я, отмечаем и важность такой составляющей, как наличие воли использовать эти ресурсы. Потому что страна может быть богатая, иметь многочисленное население, быть технологически продвинутой, но при этом может быть наблюдаться некий недостаток политической воли или даже ее паралич. И это приводит к существенному сокращению возможности использования имеющихся ресурсов. Но вот что касается компонентов, некоторые из них я перечислил, но этот список можно продолжать до бесконечности. Да, и сказать, что есть какой-то один верный подход, такого нет. Поэтому, когда ведешь какие-то прикладные исследования, а я больше к этой теме склоняюсь, то важно сравнивать, да, с другими странами. И сравнивать не только страны, в которых ты в конфликте или в кооперации, но и которые чем-то схожи с тобой. Поэтому вот я упомянул, что у нас на сайте данные, в том числе по этим ресурсам, перечислены не только, так сказать, конкурентов России, но и стран, которые в чем-то схожи с Россией. То ли у них общее советское прошлое, то ли они развивающиеся страны, зашедшие в БРИКС, то ли они зависят от экспорта энергии. И вот в сравнении этих стран и получаешь представление
является ли страна, идет ли она на подъем или на падение, или стагнация. Почему это важно? Потому что компоненты могут отчисляться, но базовые компоненты одни. То есть в какой бы стране, какой бы руководитель не задумался вопросом, насколько моя страна сильна, он будет использовать неизбежно измерения экономические, демографические, технологические, военные и так далее. И сравнив свою страну с другой, он получит представление о том, на подъеме ли моя страна по сравнению с этим игроком. А это влияет на политику. То есть, я свою первую работу написал в 2016 году в рецензированном журнале на эту тему, где сконцентрировался на ответе на вопрос, действительно ли, как многие утверждают, десятки экспертов России утверждают, что Россия находится в упадке. Вот. Оказалось, что она находится не в упадке при правлении Путина, а рассматривать следовало именно этот отрезок, потому что он принимал и принимает решения. А она находится на подъеме по сравнению с такими странами, как США, Великобритания, Италия. То есть ее мощь растет. Да, она слабее значительно, но тренд такой, что она растет. И в то же время она падает по сравнению с Китаем и Индией. Вот. И если вы руководитель страны, вы просите своих аналитиков проанализировать это, то вы потом приходите к выводу, что Путин потом неоднократно заявлял, Запад не загнивает, а находится в упадке, Китай растет и так далее, и так далее. А это влияет на решение. Почему? Потому что если Китай растет и уже по паритету ВВП и по моим измерениям некоторым превзошел в мощи США, то следует, наверное, подумать о том, что солидаризироваться с Китаем, а не с Западом, потому что Запад идет вниз, по мнению Путина. Вот. А это влияет на решение. То есть, если Запад идет вниз, то значит, может быть, есть возможность увеличить свою мощь значительным образом, и не в течение лет, а за короткий промежуток времени, потому что Запад, который в упадке, не будет вмешиваться, потому что он в упадке. А Китай, с Китаем мы уже де-факто, не де-юре, но де-факто союзники. Вот, поэтому есть много теорий в политологии, как объяснять решение руководителей. Но вот один такой аспект, как бы прикладное изучение национальной мощи, зачем его изучать, грубо говоря, да? А затем, что люди, которые принимают решения, они принимают их с учетом того, насколько их страна сильнее, слабее тех стран, в отношении которых они принимают решения. Вот. Поэтому эта тема такая интересная с моей точки зрения, я стараюсь ей продолжать заниматься. Акт ядерного терроризма – это детонация ядерного боезаряда, либо готового, либо кустарно изготовленного, в кавычках, кустарного, примененного негосударственными акторами с целью достижения политических целей. Это, можно сказать, тот знаменатель, который для всех один. Потому что сколько исследователей терроризма, столько и определений терроризма. Сколько исследователей ядерного терроризма, столько же и определений ядерного терроризма. Ядерный взрыв, человечество уже не вернется на день назад, как будто ничего не было. Это приведет к значительным изменениям. Поэтому это тема, которую мы изучали в Белферовском центре, в том числе и с коллегами тогда из российских исследовательских учреждений Российской академии наук, поскольку вот именно риск этого, угроза этого несопоставима с другими угрозами и требовала внимания. Почему она тогда требовала внимания? Потому что были еще свежие воспоминания о попытках негосударственных акторов не только
на территории бывшего СССР, но и в регионе, в котором находятся Пакистан и Афганистан, и в Японии проявлялся конкретный интерес к обретению ядерного оружия, либо к его изготовлению. Поэтому мы считали, что требуется, требуется обеспечить физическую безопасность существующих ядерных боеприпасов, а также не допустить создания новых боеприпасов негосударственными акторами. Когда разваливался Советский Союз, выступил Дик Чейни, тогда он министр обороны был, по-моему, который сказал, что даже если 1% из советских боеприпасов пропадет, то это уже достаточно. Вот. Потому что это сотни. Вот. И с того момента, с конца 80-х и до сегодняшнего дня практически, эта тема продолжает изучаться в Биосферском центре очень плотно. Но, как я объяснял, инициатива, которую мы осуществляли, и которая вылилась в такие проекты, как... То есть мы выпустили первую оценку ядерного терроризма российско-американского. Это и безвременная кончина, я считаю, РСМД и приостановка действия договора «Новый старт» существенно подкосили режим контроля над вооружениями, ядерным вооружением не только в этой диаде России и США, но и во всем мире. На данный момент основное различие заключается в том, что США хотят и готовы вести диалог о продлении договора «Новый старт», СНВ договора, сосредоточившись именно на этой теме в этом диалоге. Россия же отвергает такую обособленность и призывает к пакетному диалогу. То есть, чтобы все основные темы на российско-американской повестке дня были включены в эти переговоры. Что интересно, когда-то это было наоборот. Да? Россия настаивала на узком диалоге на эту тему, а США выступали за пакетность. Так или иначе, перспективы этого дела весьма грустны. До тех пор, пока будет сохраниться в отношениях в целом такая вражда и ожидать каких-то прорывов в восстановлении режима контроля над ядерными вооружениями в диаде этой России и США не приходится. При этом сохраняется диалог в пятерке ядерной, P5, в который входит и Россия, и США, то есть все официально признанные ядерные державы: Китай, Великобритания и Франция. В этом формате можно ожидать каких-то, по крайней мере, обрушений не произойдет, я надеюсь. Но опять-таки, этот формат гораздо сложнее для прихода к для какого-то существенного прогресса в контроле, потому что участие 5 игроков, да, в переговорах по определению усложняет ситуацию, если ее сравнивать с двойкой, диадой Россия, США. Поэтому, в общем, на данный момент я не вижу никаких краткосрочных перспективе условий, которые заставляли меня надеяться на то, что произойдет восстановление полноценного диалога между Россией и США на тему контроля над ядерным вооружением, но при этом какие-то негласные, неофициальные контакты, в том числе и в рамках P5, скорее всего, будут сохраняться, и диалог на эту тему совсем не прекратится. Хотя диалог, так сказать, контроль над вооружениями помогает опосредованно, но к прорывам сам по себе привести не может.
Я бы хотел сказать, что команда у нас действительно небольшая, и у нас есть 3 студента. Микаэл, Оля, Киян и Конор. Они все владеют русским языком, и это было одно из условий отбора, потому что без него невозможно работать с первоисточниками полноценно. Роботы нас еще не победили в этой войне, то есть пользоваться Google Translate можно, но иногда он прямо противоположные дает переводы. Поэтому еще не настало то время, когда переводчиков, знающих людей, знающих иностранные языки, вытеснят машины. Но полноценное понимание любого продукта на иностранном языке, практически любого, требует знания и культуры. Потому что, особенно если это устная речь, человек может какие-то аллюзии использовать, которые вы просто не поймете, если вы не знаете культуру. Я бы никогда не писал докторскую диссертацию, если бы я не владел русским языком по той теме, которую я написал. Потому что я работал с электронными архивами, обращался с сотрудниками всевозможных ведомств. Без знания русского языка это было просто невозможно. То есть это затянулось бы на многие десятилетия, я был бы вечным студентом. А цель любой диссертации – это ее закончить. Но и при этом, еще будучи журналистом, я очень понял, как важно использовать лексику и даже жаргонизмы, которые присущи сотрудникам определенных ведомств, когда ты им пишешь запрос или общаешься. Потому что если ты знаешь, используешь термины, которые используют они к тебе более расположены. И даже не более расположены, они понимают, что ты понимаешь тему, по которой ты к ним обращаешься. Вот. Это тоже этим я пользовался, когда вел исследования. В хорошем смысле этого слова пользовался. Могу сказать, что тематика России для тех, кто изучает внешнюю политику, в том числе ее составляющую, такую как безопасность, спрос на это возрос явно. Не по положительным причинам, но возрос. Насколько он будет длительным, этот рост, или он остановится, или развернется, трудно сказать. Пока Россия имеет значение, Россия будет заниматься. Чтобы понимать Россию, понимать, как складываются решения людей, которые отвечают за ее политику, важно, я считаю, знать язык, на котором они говорят. Не только для того, чтобы слушать, что они говорят, но и читать не только их высказывания, но и аналитику, и СМИ, и чаты, и все такое и прочее. То есть, я повторюсь, мне кажется, что мы еще далеки до того момента, когда программа с искусственным интеллектом будет адекватно все время безошибочно переводить. Книги. Идиот. Жажда знаний, любопытство. Как я и сказал, Россию следует изучать, потому что она
по многим причинам будет влиять на жизненно важные интересы США. Это включает в себя и такие вопросы, как контроль над предотвращением мировой войны с ядерным компонентом, ядерное нераспространение, ну и нормализация ситуации в Европе. Но это мой ответ как человека, который многие годы занимается вопросами, связанными с политикой. Да? То есть я ни в коем случае не хотел бы преуменьшать такие вопросы, как важность изучения культуры, потому что без нее невозможно понять контекст и невозможно понять во многом, как складываются решения государственных деятелей в России. То есть все это важно, но это 3 причины, по которым мне, наверное, стоит продолжать изучать Россию.